Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Благодарю вас за то, что делитесь своим сокровенным. Тема сегодняшнего расклада. Кто прячется под маской друга? Неужто твоя лучшая подруга? Этот расклад стоит, наверное, посмотреть девочкам, которые уже имеют сомнения в искренности какой-то из своих подруг, да. Давайте не будем начинать охоту на ведьм, да, и подозревать в каждой нашей подруге какую-то личность, двуличность, да. Для начала я сделаю сигнификацию какой-то женщины, девушки, да, о которой вы думаете. Если сейчас срезонирует, на нее очень похоже выйдет, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, подумайте о девушке, женщине, да, в которой у вас есть вопросы, подозрения, ее неискренности, мотивах каких-то. Сейчас будем разбираться. Сейчас. Так, какая она? Ё-моё. Да что же это такое? Ой, девочки, тут такие эти кардиограммки. Эх, графики. Тут одна карта токсичность, следующая гармония, потом вампиры, потом посланник высших сил. Тут как будто бы фатальная, ну не знаю, тут какая-то девушка увлекается тоже, наверное, как и мы с вами, эзотерика, интересуется психологией, ведьма ведающая. Но тут рядом карта, говорящая, она могла, в принципе, может обращаться. Я не говорю, что она тут какие-то ритуалы заказывает, да, но как минимум к услугам, ну давайте так, тарологов она обращалась. Может быть для того, чтобы как-то свою, там, уж не знаю, ну считать какую-то информацию, давайте так. Так, она может также обладает довольно-таки сильной энергетикой. Но тут, скорее всего, женщина обращалась, когда у нее были в жизни, знаете, такие переломные моменты или трудные времена, какие-то, да, черно-серые, буро-малиновые полосы. Могла обращаться, там, стояла перед выбором или как на перекрестке, да, не знала, куда, в какую сторону идти. Вот тут такое скорее проигрывается. Так, это она сама обладает этой силой. Ну, скорее всего, она, знаете, какой... Она не будет отбрасывать ни один... как это, канал информации. Если можно получить откуда-то дополнительную информацию для того, чтобы полностью картинка была видна ей, она будет использовать вплоть до, ну, Таро, там, уж не знаю. Так, сама по себе женщина холодная, рассудительная, рациональный ум. Женщина, которая все по полочкам, скорее всего. Женщина, которая может построить замечательную карьеру. Эмоции где-то под контроль взять. Вижу цель, не вижу препятствий. Так, давайте сразу уточняем. Первая карта, вот эта ядовитая токсичность, это на нее падает? О чем это вообще? Это, скорее всего, у нее сейчас состояние. Угу. Ладно, хотела сразу сказать. Сейчас у нее почему-то она то ли связана какими-то обязательствами, то ли находится в каких-то взаимоотношениях, то ли в принципе токсичное какое-то окружение у этой женщины. То есть по этим картам я вижу, не самые лучшие времена она переживает. А влияние третьих лиц ярко выражено на ее судьбу. Скорее всего, те планы какие-то, которые она строила, да, какие-то тут мечты, может быть, у нее были. Пока это не реализуется. Она как будто бы скучает по тем временам, когда было лучше, когда в ее жизни там
что-то лучше складывалось. Хотя она довольно-таки амбициозна и тут напридумывала себе очень много всего. Так, почему-то как будто бы токсичное влияние. Так, гармония вампир. Вампир, она вампир. О чем это? Если есть у нее мужчина, да, взаимосвязь с каким-то мужчиной, она предпочитает выбирать ресурсных мужчин, ну, в принципе, как мы все, наверное, да. Не хотели бы мы там строить судьбу с каким-то бомжом Колей и Васей. Да, ну тут вот прям князь. Для этой женщины имеет большое значение материальное положение. То есть, если нищий студент, вряд ли она ну, будет восхищаться его интеллектуальными способностями, не имея какой-то материальной, ну, знаете, как опоры, не видя в нем там, может быть, перспективу. Да и, скорее всего, если нет у него материального, как вам сказать, подтверждения его значимости, эта женщина вряд ли будет связывать свою судьбу. Тут вот, скорее всего, мужчина какой-то, ну, тут проблемы с мужчиной. Хотелось бы с ним гармоничных взаимоотношений, но я вижу, что тут проблемы. Так. Знаете, тут такое еще как будто бы она могла связать или пытается связать свою жизнь вот с мужчиной. При этом мужчина мог через какое-то время начать проявляться там токсичненько в ее сторону, тут как вампир. Она не готова была к этому. Скорее всего, вот эта женщина, она скорее сама привыкла, как вам сказать, брать, потребитель, брать, нежели давать. Эта женщина, скорее всего, ну, будет выбирать ресурсных, ну, окружение, мужчин тут. А тут такой какой-то нюанс, как будто этот мужчина мог ей показаться одним, может быть, перспективным, давал какие-то надежды, да, в общем, она планы выстроила. А тут как будто бы очень быстро закончился какой-то тут карта-букет, конфетно-букетный вот этот период, да, романтики. А дальше, может быть, скрылись какие-то, ну, нюансы, к которым она не была готова. Но я по поводу того, что изначально выбор мужчины у нее был довольно-таки осознанный. Я не говорю, что она тут без любви там с ним связывала. Не об этом речь. Речь о, в принципе, на каких мужчин она обращает внимание. А дальше тут как будто пошло что-то не так. Тут карта развилка, черная кошка. Как будто бы начали вскрываться какие-то нюансы. И, может быть, мужчина попытался проявляться по карте вампир. Ну, где-то, может, абьюзивно, где-то опять манипуляции какие-то начал там проявлять. Но по этим картам мне как будто бы она это то ли пресекла, то ли пресекает. Ну вот мне так идет. Так. Какие-то тут неоправданные ожидания. Вот именно насчет партнера. Так, это она должна. В принципе, она может дружить, в принципе, да, вот тут как будто бы и поддержку может давать, но тут как будто бы, может быть, или на данный момент, ну так, оно это вас касается. Знаете, тут как будто бы у нее со многими подругами, допустим, да, тут друзья, подруги, или в принципе с ее окружением сейчас отношения, может быть, был какой-то движ, общение, там, ну уж не знаю, как прилив энергии, хотелось новые знакомства там завязывать, а сейчас как по охлаждению идет, как разочарование в принципе в друзьях, в дружбе, в принципе в окружении. Вот тут вот какое-то такое вот идет. С вами, скорее всего, тут карта мудрость по карте сова и урожай. Может, вы еще поддерживаете, ну, знаете, такую какую-то здоровую или дистанцию, или паузы надо выдерживать. А тут как будто бы более-менее еще как какие-то отношения такие, но они не угасли. И я не вижу тут каких-то особо прям
как вам сказать, в отношениях с другими, может быть, друзьями, подругами, у нее намного хуже складываются тавтология отношения. В общем, вы поняли, да? Так. Больше всего ее сейчас беспокоит эту женщину, ее карьерный рост, ее, может быть, становление в социуме. Вот какие-то такие планы. Вот это больше. Ну, в личной жизни я уже озвучила, там как-то не сложилось. Ну, тут как полоса какая-то не очень хорошая у нее в жизни. Даже не знаю. Так, ну, это понятно, что это ваша подруга. Я не знаю еще, как уточнить. На данном этапе какие у вас взаимоотношения с ней? О, Господи. Карта сущность, шабаш, отшельник. Ну, то, о чем я говорю, может быть там, или у нее какие-то бывают проявления, да, ну, бывают, не знаю, что, токсичности, может быть, и у вас, да, но тут я в две стороны там буду засчитывать. Это история о том, что по карте отшельник периодически вы можете как друг от друга быть на расстоянии, делать паузу. Поэтому отношения не доходят до какого-то там прям ярко выраженного кризиса на данный этап, на данном этапе, может быть, в прошлом и было. Тут вот как-то так вот, то есть это может быть довольно-таки близкая подруга, но при этом вы можете, да, на какое-то время пропадать из поля зрения друг друга. Вот тут как-то так, вот мне идет. Но, скорее всего, по этим картам, вы же не зря смотрите этот расклад, вас это заинтересовало, вы уже какие-то ее проявления токсичненькие считываете, и, может быть, даже не в свою сторону, а в сторону кого-то из ее окружения, может быть, близких или других подруг. И вы для себя сделали там пометочку, что эта женщина может и в отношении вас точно так себя повести, проявить себя. Угу. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто прячется под маской друга, неужто твоя лучшая подруга? Давайте, собственно, посмотрим, что именно, на что нужно обратить внимание, в чем вот заключается эта маска и что она под ней прячет, да, под этой маской, какие эмоции в отношении вас, чего вам, может быть, опасаться. Какие нюансы, может быть, сама по себе вот личность. Бывает, смотришь период у женщины такой, да, какой-то тяжелый, что ей бывает и не до вас, честно говоря, какое-то охлаждение, а бывает, девочки, бывает зависть женская какая-то, да, бывает элементарно неумение радоваться за ваши какие-то достижения, какие-то, даже не знаю, ваши свершения, достижения, не говоря уже о том, чтобы поддерживать друг друга. Так, собственно, что под этой маской кроется, как это вообще к вам относится, да? Как это к вам относится? В принципе, может, есть ли чему, стоит ли чему-либо вам опасаться чего-либо, да? Открываем, смотрим. Смотрите, какие карты я открыла. Последние, да, две. Вышли сразу карта тяжесть, привязана гиря к женской ножке, и тут черная кошка. И тут десятка жезлов, тяжелая ноша. Сейчас я буду все это считывать. Но это история о том, что отношения уже перешли на какой-то такой уровень, где вот не зря у вас вот эти вот промежутки между вашими там, может, разговорами, встречами, они могут удлиняться, да, то есть тут уже такая подсказочка, ну, как правило, в нашу жизнь приходят люди, ну, разные приходят люди, да, но мы выбираем людей осознанно, если мы их выбираем, да, с которыми мы хотим там, кто-то развиваться, брать пример с них, у кого кто-то, да, при общении даже с врагами делает выводы и развивается, да, и знает, что
можно всему научиться, да, многому научиться, даже у врагов. Но тут другое чуть-чуть. Тут история о том, что тут она выступает как вот эта черная кошечка, то есть в любой момент от нее можно ждать какого-то очень неприятного сюрприза. Угу. Ну вот карты, те, которые в сигнификации у меня выходили, тут то же самое все вышло. И плюс карта одиночества. Эта женщина, сейчас у нее может быть токсичное какое-то, я уже озвучила, это окружение. И это носит как хронический характер. Знаете, когда это там периодически есть силы этому противостоять, там, и ты строишь какие-то планы, идешь, там новое что-то пробуешь. А тут как будто бы, не говорю, что она тут ничего не пробовала, скорее всего пробует. Но тут вот какая-то как цепочка событий в ее жизни, это уже складывается как в судьбу. И она не готова к этому. У нее были совсем другие радужные планы на ее жизнь, на ее, там, может быть, реализацию. Тут вот так как-то идет. Она чувствует себя одинокой, может быть, уставшей. Тут вот это все. Уставшей противостоять этому всему. Так, в отношении вот именно вас сейчас будем смотреть. Тут идет женская зависть. Ну, уж не знаю насчет, насколько у вас тут с мужчинами все замечательно, но тут почему-то, тут такое какое-то, смотрите, карты кратник, грязь, тут карта всадник, страсть, туз жезлов. Это история о том, что ей хотелось бы быть счастливой, понятно, в личной именно жизни, с мужчинами. Вот по этим картам мне идет, как будто бы она считает, что она достойна лучшего, намного лучшего, в том числе, может быть, даже лучшего, чем вы. Не знаю, почему-то мне такая информация идет. Вот, именно в плане женского, да, я не буду говорить тут реализации, вполне возможно, у вас разная сфера деятельности, тут вообще разные увлечения даже. Но тут как будто бы она априори считает, что, ну, как бы она заслуживает. А скорее всего, тут сейчас у нее в жизни какие-то мужчины, которые, ну, карта всадник, прискакал, получил, что хотел, ускакал. Или, в принципе, если она даже находится во взаимоотношениях с таким мужчиной, он не дает ей спектр, не знаю, там, как сказать, чувств, эмоций, да, на которые она там претендует, ей хотелось бы. Тут вот как будто бы в этом провал, тут хотелось бы. Может быть, даже, девочки, аккуратнее, вот за счет вас она может даже самоутверждаться. Тут вплоть до того, что если вы будете делиться своей информацией с этой женщиной по поводу личной жизни, она может, знаете, можно разную информацию усугубить, и можно как-то позитивно, не знаю, ответить, поддержать, да. А тут, скорее всего, если даже какие-то у вас будут проблемы незначительные с вашим там то ли избранником, супругом, она может это как-то усугубить и сделать акцент на этом, и вплоть до того, что раздуть из мухи слона, да, вот тут такое. Отчасти, дабы самоутвердиться. Если у нее сейчас проблемы в личной жизни, то, а тут у нее проблемы, то, скорее всего, она, ну, готова где-то даже, не буду говорить, что там очернить вашего партнера, нет, просто как будто, знаете, лишний раз, как вот это носиком тычут, да, вот, и сказать, смотри, у тебя там не идеальный выбор, смотри, у тебя вообще все. Вот у меня все не так, и у тебя тоже по швам все трещит. Ну, тут что-то из этой серии, как будто бы. Так. При этом вас она считает довольно-таки где-то наивной. В принципе. Но тут как будто бы, может быть, у нее и были попытки, кстати, провоцировать вас. Может быть, какие-то, знаете, такие, как попытки где-то какую-то фразочку такую, как, знаете, как укусить. Опять, ну это провокация, да, где-то что-то как поддеть, задеть. В принципе, как будто бы такие какие-то
Ну, конечно, можно оправдывать тем, что у нее в жизни там какая-то фигня творится, да, но тут, скорее всего, она видит вас, ну, вот именно тут, может, я могу считать, где-то наивной, где-то доверчивой в отношении нее. И вот тут карта ребенок, открытой. Открытой к этим провокациям, кстати. Но тут следующая карта мне говорит о том, что то ли у нее не удалось эти провокации как бы воплотить в реальность, то ли вы тут дали не совсем реакцию, которую она ожидала. То ли, может быть, как-то поменяли тему разговора. Карта спокойствия. Она увидела вас, женщина, которая, ну, не пошла на эти провокации, не поддалась. Тут карта спокойствия. Вернула себе это спокойствие. То есть, чем бы вы там ни занимались, какие бы вы планы перед с тобой там не ставили, не шли к чему. Она видит, что ну, ей не удалось вас особо там сбить с пути или в принципе испортить настроение даже. Может в моменте там чуть-чуть там, даже не могу сказать, это как, знаете, такой легкий укол какой-то. И может быть для вас это было даже неожиданно, вы действительно не ожидали. Тут почему-то у нее такое, как, знаете, не то, что там фамильярное какое-то там отношение к вам, а тут как, ну, чувство какого-то превосходства. Вот я в этом всем считываю. Как будто бы, может быть, раньше, если у нее дела шли там, ну, не знаю, в разных каких-то сферах жизни лучше, чем у вас, ей было всегда о чем там, ну, у кого-то похвастаться, у кого-то в принципе о чем поговорить, да. Я вижу, с вашей стороны не было тут особо, вы как ребенок тут открытый такой, доверчивый где-то в чем-то, да, вот тут именно в отношении этой подруги. Скорее всего, вы радовались за нее, скорее всего, вы понимали, что ну замечательно. А тут что-то как-то, не буду говорить, что вы местами поменялись, но тут что-то изменилось. И сейчас ей неудобно в этом статусе, неудобно себя чувствовать. Вот, ну это ж временно все, да, как в нашей жизни нет ничего постоянного, все течет, все меняется. А ей очень дискомфортно в таком состоянии. Ну уж не знаю, вот как-то мне так идет, девочки. Вот тут 100% какая-то маска. И вот тут она периодически слетает, когда она вот это устраивает эти провокации. Ой, ху-ху-ху-ху. Ну, в отношении вас вам тут показывают, что, скорее всего, да, вы и будете сейчас, ну, то ли избегать с ней общения, так как оно, ну, не могу сказать, что прям ярко токсичное, ярко выраженное, но это как тяжелая ноша уже для вас. Нет вот этого наполнения какого-то, нет там, может быть, особо тем для разговоров. При этом, повторюсь, она как остается в тени, оно не высказано, это как гиря, привязанная, правда, к этой женской ножке. И тут черная кошка. Это история о том, что она так и будет проявляться в дальнейшем, эта женщина. Она как серый кардинал, где-то из-под тишка может наблюдать, может быть, как-то, ну, знаете, тут как она сравнивает вашу жизнь и ее жизнь. Ну, тут что-то такое, как, может быть, даже раньше ей нравилось самоутверждаться отчасти. Хотя, ну, давайте уточним, да. Ну да, вот смотрите, я вот вытянула. Ей очень нравится, когда по ее правилам игра ведется. Карта марионетка. Скорее всего, она привыкла там чувствовать себя, повторюсь, как будто бы она выше там, ну, уже не знаю, выше даже каких-то правил, у нее свои правила. Вот тут как кукловод, да, вот она выходит, как дергает за эти ниточки, и все получается, как ей удобно, выгодно складывается. Вот тут так. Ну, как будто человек так привык себя вести. А вы сейчас ей это даете, а у вас как будто бы вообще своя жизнь идет, карта Лилия. У вас, может быть, нет сейчас вот какого тесного такого, да, переплетения. Скорее всего, может быть, какая-то у вас там, не знаю, может и друзья уже новые, другие какие-то есть параллельно, какая-то жизнь развивается, как будто бы вы с ней, может быть, тут пересекались, потом ваши разошлись пути, да, дорожки, а она по привычке
как будто бы хочет то ли присутствовать в вашей жизни, но не просто присутствовать, не радоваться там за ваши достижения, не поддерживать, а принимать участие в качестве вот такого, знаете, как, ну, чуть ли не учитель-наставник, человек, который умнее, лучше знает, вплоть до того, что лучше знает, как вам жить. Как будто бы на вас отчасти смотрит как на какую-то несмышленную девочку, но при этом я вижу, вы как будто бы тут не резко, но так как-то потихонечку, вот как эти рамочки, границы вы восстанавливаете. И тут карта ваше спокойствие, тут карта лилия. Это говорит мне о том, что у вас своя дорога, свой путь, и вы где-то потихонечку, может быть, даже в ее глазах она это замечает, как находите опору на саму себя. И вот это ее чуть-чуть как обескураживает. Ну, тут так. Может быть, там раньше вы там обращались к ней за то ли советом, то ли поддержкой, то ли делились чем-то. А вот сейчас такая какая-то ситуация, где она чувствует себя тут уже у нее какие-то тут провалы. Я там видела и правда, как друзей как бы таких уже там и маловато, да, как охлаждение со многими. У нее разочарование. Отчасти разочарование, потому что там я уже это увидела тоже как потребительский такой образ жизни. Пока ей что-то удобно, выгодно, она от них получает, она коммуницирует. Когда это уже не особо выгодно, не актуально, она может отходить в сторону, пропадать, вот тут так. То есть, ну, так как-то. Даже не знаю, что еще вытащить. Ну, насколько она вам опасна, для вас не опасна, я уже тут сказала. Ну, я бы лишний раз тут уже подумала, нужно ли так тесно с ней общаться, потому что тут как она в тени остается, и тут не очень какие-то добрые эмоции. В каком формате вам с ней лучше для вас поддерживать взаимоотношения? Лучше поддерживать для вас. Ой, ну тут, знаете, вот эти карты не говорят, по большому счету, наверное, мало кто из вас готов разорвать с ней прям взаимоотношения, чтобы вообще не общаться. Как бы вопрос так не стоит, да. Но, в принципе, по этим картам, если есть возможность, я бы даже вплоть до того, что, наверное, бы лучше постереглась вообще. Потому что тут какие-то, если вы будете что-то тут, вплоть до того, что какие-то информации делиться, тут сплетни, луна, хитрость. Она может это использовать, трактовать так, как ей удобно, выгодно. Может даже вовлекать кого-то. Если взаимоотношения с вашим мужчиной, супругом, у вас тут какие-то переживают не лучшие времена, то тоже прям взаимосвязь. Как только вы можете что-то там пожаловаться, при этом это может проходить как провокация с ее стороны. Она может рассказать о своей неудаче в личной жизни, да, какие-то у нее. И в ответ она ждет от вас, да, разговоров, рассказов. А тут показано, как только вы расскажете о чем-то тут, то о ваших каких-то, ну, не очень хороших там взаимоотношениях. Тут карта унижения. То есть даже если какая-то информация будет такая, она пограничная, она может это перекрутить, все протрактовать так, что вы там, допустим, тут карта справедливость, вот смотрите, справедливость, да, можно прочитать это, допустим, ваше там семейное положение, да, замужем вы, карта медведь, мужчина, который несет ответственность за вас. И карта унижения может протрактовать любую вашу там вынесенную на обозрение ссору, спор с мужчиной, допустим, я как пример привожу, может раздуть, рассказать за вашей спиной. Почему я так говорю? Потому что тут карта метла, это сплетни. Как будто бы вы находитесь в каких-то таких отношениях, где вас унижают, а вы это терпите, где вы чуть ли не в роли жертвы, подопытной подопытного кролика. И вот по луне, будто бы это у вас все длится уже длительное время, такое, в общем, что-то тут вот такое может быть, девочки. Поэтому даже вот тут такая подсказочка, поменьше, понятно, делиться. Даже тут будет провокация. Она, я повторюсь, будет про себя рассказывать и ждать в ответ, чтобы вы рассказали.
Ну, этого точно делать не нужно. А, ну, в принципе, как будто бы эмоциям никаких поддаваться не нужно. Наверное, самое оптимальное, если минимизировать, да, общение, или же на вытянутую ручку, там при этом у вас может быть действительно какие-то ну, причины такие очень важные, там, допустим, ну, не знаю, какие-то у вас там новые планы, там, дела, такое, девочки. Я к тому, что тут как будто бы такой нюанс, вы можете быть очень уязвимы, если вы будете, к сожалению, да, искренне и честно с этой женщиной как-то общаться, разговаривать, где-то даже пытаться ее поддержать. Как будто бы ей не сколько это нужно, ей нужно увидеть, допустим, ну, то, что там у вас, допустим, не все так хорошо в жизни. Вот как будто бы ей очень важно даже это самоутвердиться где-то за ваш счет. К сожалению, наверное, у меня вот такой расклад. Если узнали, то держитесь подальше. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.